Эко-клиника Альтравита. По статистике, в России 15% браков являются бесплодными. То есть каждая шестая супружеская пара имеет проблемы с зачатием в тот или иной период своего репродуктивного возраста. Причем бесплодными являются около 6 миллионов женщин и около 4 миллионов мужчин. Но из этих 6 миллионов только половина вообще обращается к медицинским работникам, то есть к врачам. А из этой половины только другая половина вообще начинает лечиться. У нас сегодня отсутствует информация о необходимости проведения лечебных мероприятий, когда у вас не наступает беременность. К сожалению, мы сталкиваемся с такими ситуациями, когда супружеские пары по 5-10 лет обследуются, а потом выясняется, что у них не может наступить беременность, и нужно использовать вспомогательные репродуктивные технологии или ЭКО. Прежде всего, наша клиника отличается от других клиник тем, что у нас самая высокая эффективность преодоления бесплодия. Попадая в нашу клинику, пациент получает максимальную вероятность наступления беременности после одной попытки ЭКО. Она у нас составляет порядка 50%. Это на уровне лучших мировых клиник. Я знаю еще только 2 клиники в мире, в Штатах, которые имеют порядка 60%. Он и она встретились, полюбили друг друга, решили создать семью, и вот уже позади пышная свадьба, отпуск, день за днем, месяц за месяцем. Проходит полгода, год. Все, казалось бы, хорошо, но... Бесплодие – это, несомненно, медицинский термин. Но о бесплодии как о проблеме следует задуматься супружеским парам, которые планируют иметь детей, и в течение года их совместной жизни беременность не наступает. Именно тогда следует парам обратиться к специалисту для установления причин отсутствия беременности и выборе наиболее оптимальных методов устранения этих причин. К моменту, когда к нам обращаются супружеские пары, как правило, речь идет о возрасте старше 35-40 лет, и к этому моменту уже возникают определенные проблемы снижения репродуктивной функции, снижения фертильности, то есть способности к зачатию. Чем раньше пациент обратится к врачу-гинекологу на прием с проблемой бесплодия, тем эффективнее будет лечебные мероприятия. Все методы лечения бесплодия направлены на создание благоприятных условий для зачатия. Их можно разделить на 2 группы. К первой группе относят методы, направленные на восстановление способности пары к естественному зачатию. Наиболее распространенные из них – это запланированный график половых контактов, медикаментозное лечение и процедуры, направленные на восстановление проходимости маточных труб. После первого обращения супружеской пары они получают определенный свой перечень обследований, который им необходимо пройти, и сбор такого перечня анализов составляет приблизительно 3-4 недели минимум. Мы встречаемся на повторной консультации, обсуждаем результаты анализов, назначаем необходимое предварительное лечение, какое им надо пройти. Параллельно, как я сказала, супруг обязательно обследуется у андролога, и там проводят тоже терапию. К нам в клинику обращается контингент разных возрастных групп, начиная от молодых людей 18 лет и до преклонного возраста. Лучше всего прийти подготовленным. Это сдать спермограмму. На спермограмме экономить нельзя, потому что должна быть она экспертная, оцениваться должна специалистом, а не лаборантом со средним образованием. В ультравите к спермограмме подходят очень основательно и серьезно. Оценивают у нас высококлассные специалисты, проходят 2-3 оценки разными специалистами. Спермограмма у нас сдается в комфортабельных условиях для пациентов. Никто их не отвлекает, никто не мешает, никто не задает лишних вопросов. Все прекрасно понимают, что это интимная процедура, человек пришел именно сдавать спермограмму. Оценивается спермограмма довольно-таки быстро. В течение 2 часов мы можем уже получить полную картину. Это морфологию, это концентрацию сперматозоидов, это микроскопическое исследование. Дальше, в зависимости от схемы лечения, которую мы выбрали, мы встречаемся на определенный день цикла с пациенткой. Смотрим по ультразвуку. На экспертное ультразвуковое исследование приходят пациенты уже после первичной консультации либо координатора, либо репродуктолога.
То есть доктор на первичном осмотре собирает анамнез, осматривает женщину, предполагает уже дальнейшую тактику ведения. Но именно экспертами в плане УЗИ являемся мы. Оцениваем шансы этой женщины на дальнейшую беременность, на собственную беременность. Идет оценка ее авариального резерва, состояния матки, состояния полости матки. Здесь потрясающие возможности в плане трехмерной эхографии. То есть те, которые репродуктолог просто оценивает. И поэтому, конечно, иногда у нас здесь бывают находки, которые потом уже иногда и меняют тактику ведения пациенток. За 1 месяц можно поставить любой диагноз в бесплодие. Даже успеть за этот месяц прооперировать, сделать диагностическую лапароскопию, и диагноз через месяц будет готов. Ты будешь знать, какая здесь проблема и что нужно лечить. Ко второй группе относят методы искусственного оплодотворения. Это так называемые вспомогательные репродуктивные технологии или ВРТ. Их применяют, когда методы, стимулирующие естественное зачатие, не дают результатов или пара имеет риск генетических патологий. ЭКО – это сокращенное название экстракорпорального оплодотворения. То есть оплодотворение и начальные этапы развития человеческого эмбриона вне полости матки женщины. Первоначально метод экстракорпорального оплодотворения был внедрен для супружеских пар, для женщин, у которых отсутствовали маточные трубы или они были непроходимы вследствие различных гинекологических заболеваний. Сейчас метод ЭКО, который сочетается с преимплантационной генетической диагностикой эмбрионов для выбора и переноса в полость матки женщины генетически полноценных эмбрионов, применяется для тех супружеских пар, у которых нет бесплодия, но у которых есть очень высокий риск передачи той или иной генетической наследственной патологии своему потомству. В настоящее время с помощью пренатальной генетической диагностики мы можем выявить уже более 150 наследственных заболеваний, а также заболевания, сцепленных с полом. Кроме того, это пары, которые имеют в своем хромосомном наборе рецепрокные или робертсоновские транслокации. Кстати, это чаще всего бывает выявлено совершенно случайно в кариотипе таких супругов. Анализ на кариотип позволяет выявить числовые и структурные нарушения в хромосомном аппарате каждого человека. Но бывает, что пациент выглядит внешне нормально, он имеет отличный интеллект, имеет хорошее здоровье, но при этом является носителем сбалансированной хромосомной перестройки. Высокий уровень технического оснащения и организации работы эмбриологической лаборатории Центра репродукции человека позволяет повысить вероятность наступления беременности после первой попытки искусственного оплодотворения до 50%. Для сравнения, вероятность зачатия ребенка у здоровой супружеской пары в естественном цикле не превышает 10-15%. Почему мы имеем такой высокий процент беременности? По 2 причинам. Первая причина – это то, что наша клиника сертифицирована по международной системе качества ИСО, которая устанавливает жесткие стандарты проведения ЭКО, который гораздо более жестче, чем наши отечественные стандарты. Вторая причина – то, что мы внедрили и также разработали новые методики, которые мы применяем в нашей работе. Мы действительно сейчас лидеры практически в России по количеству циклов ЭКО. Около 3000 попыток ЭКО без учета других циклов ВРТ, таких как крио, перенос эмбриона в полость матки, инсеминация искусственная. Это мы не учитываем в этих 3000. Это больше, чем делают государственные головные институты по ЭКО, больше, чем другие клиники ЭКО. На первом этапе подготовки к процедуре ЭКО, если это необходимо, с помощью специальных лекарств выключается гормональный процесс для того, чтобы момент овуляции был под контролем врача. До стимуляции овуляции мы стараемся убрать возможные вялотекущие воспалительные процессы, инфекционные, которые могут привести к неудаче. Мы стараемся выровнять гормональный фон, потому что ряд эндокринных заболеваний, даже не связанных с половой системой, скажем, заболевания щитовидной железы, области гипофиза, молочных желез, надпочечников, могут
изменять гормональный фон женщины таким образом, что у нее просто не могут продуцироваться нормальные хорошие яйцеклетки. В зависимости от схемы лечения, которую мы выбрали, мы встречаемся на определенный день цикла с пациенткой, определяем отсутствие каких-либо противопоказаний для начала стимуляции. В среднем во время стимуляции мы проводим как минимум 2-3 ультразвуковых исследования органов малого таза, чтобы определить дозу гормонов, которую надо откорректировать для пациентки. Затем врачи назначают специальные препараты, которые стимулируют созревание сразу нескольких яйцеклеток. Первый этап – это получение зрелых яйцеклеток, поскольку мы стараемся провести эту программу так, чтобы не вызвать у женщины значительный гормональный дисбаланс, но с другой стороны, чтобы мы в момент забора яйцеклеток имели не одну-две яйцеклетки, а порядка 8-10 яйцеклеток зрелых. Это считается золотым стандартом. На сегодняшний день для тех пациенток, для которых массивная, активная стимуляция, использование классических протоколов не имеет никаких положительных результатов, мы стараемся очень тщательно подбирать дозу гормональных препаратов. Для забора яйцеклеток производится пункция фолликулов яичников под ультразвуковым контролем. Пункция происходит следующим образом. Врач аспирирует содержимое фолликулов. Фолликул – это пузырек, такой домик, в котором растет яйцеклетка, растут ооциты. И все содержимое врач через специальную иголку отсасывает и отдает на проверку эмбриолога. И среди остальной массы клеток эмбриолог ищет ооциты, ищет яйцеклетки. Они окружены специальной шубой из кумулюсных клеток, так называемых. Эти клетки кормят ооцит и снабжают его гормонами, способствуют росту. На пункции задача эмбриолога – это собрать все ооциты, все ооцит-кумулюсные комплексы. У нас обязательно все пациенты имеют уникальный маркировочный код, то есть не только фамилия, имя, отчество, номер свой присваивается, который выписывается там и на браслетах во время пункции, во время переносов. Обязательно, когда мы перепроверяем номер и фамилию, имя, отчество на пробирках, на чашках, везде проверяют 2 эмбриолога, то есть контроль идет двойной. Полученные яйцеклетки помещают в специальные чашки. После пункции ооциты, яйцеклетки, ооцит-кумулюсные комплексы, они помещаются в специальную среду. Эта среда имитирует трубную жидкость женщины. Она содержит все необходимые микроэлементы, необходимые питательные вещества для того, чтобы эти клетки чувствовали себя хорошо. Для проведения процедуры инсеминации яйцеклетки смешиваются с сперматозоидами, отмытыми от плазмы. Если сперматозоиды достаточно подвижны и хорошей морфологии, то мы останавливаемся на частичном оплодотворении методом IVI. То есть когда мы в пробирке, в планшете смешиваем сперматозоиды и яйцеклетки. И тогда даем яйцеклетки и сперматозоиду самим найти друг друга. А минусы такие, что в некоторых случаях бесплодие пары определяется именно невозможностью сперматозоида войти в яйцеклетку. То есть вот отсев идет именно на этапе проникновения через зону пелюцида, то есть через такую скорлупку, которая окружает яйцеклетку, и через мембрану. И тогда мы, соответственно, узнаем об этом постфактум. При низкой активности сперматозоидов или их низкой концентрации в сперме производится процедура ИКСИ. Мы определяем еще, каким методом будет идти оплодотворение. Либо это оплодотворение ИКСИ, либо это ИМСИ, то есть это методы, при которых сперматозоид непосредственно заводится в цитоплазму яйцеклетки. Технология ИКСИ. При ИКСИ один сперматозоид помещается непосредственно микрохирургическим путем в извлеченную у женщины яйцеклетку. Отбираем по морфологическим параметрам, по внешним. То есть мы смотрим, что у него должна быть овальная головка, правильной формы, без вакуолей, без цитоплазматических капель должен быть сперматозоид. То есть вот такой сперматозоид, вот как на картинке, как в пособиях. После этого этой же иголкой мы перерубаем хвостик сперматозоиду. Во-первых, для того, чтобы прекратить его движение.
а во-вторых, происходит активация яйцеклетки. Заведением потом такого сперматозоида в яйцеклетку мы активируем яйцеклетку и тем самым инициируем процесс оплодотворения. Для исключения повреждения веретена деления яйцеклетки во время ИКСИ используется специальная методика поляризационной микроскопии для визуализации веретена деления. Специальным образом ориентируем яйцеклетку, чтобы полярное тело, вот как раз тот кружочек, в котором находится половина хромосом, был либо сверху, либо снизу, либо на 12 часах, либо на 6. И проколом мембраны помещаем сперматозоид в яйцеклетку. Технология ИМСИ. Наша клиника первая в России, которая стала использовать методику ИМСИ. При выполнении ИМСИ морфологическая оценка сперматозоидов производится при увеличении в 6000 раз. Мы можем увидеть большие ультраструктурные нарушения, мы можем увидеть отклонения в упаковке хроматина, грубые, большие. И эта методика позволила нам повысить процент беременности и процент нормальных родов в группе пациентов с тяжелыми формами патозооспермии. Отбор сперматозоидов с нормальной морфологией под большим увеличением перед произведением ИКСИ позволяет повысить эффективность наступления беременности в программе ЭКО до 70%. Вот мы взяли, я даже точно помню, там 202 мужчины, у которых были проблемы, выбрали у них сперматозоиды методом ИКСИ под небольшим увеличением. Мы получили 30% беременности. Прекрасно. ИКСИ здесь помогло. Тогда мы взяли другую группу мужчин, 400 человек, 412, я даже точно помню, 412. И у них тоже получили сперматозоиды, но только эти сперматозоиды выбирали методикой ИМСИ, то есть под большим увеличением. Эффективность наступления беременности составила 56%. То есть вот она разница между ИКСИ и ИМСИ в 2 раза. Технология НАСУМ. В клинике Альтравита разработан уникальный метод оценки ультраструктуры живых сперматозоидов – НАСУМ. Другая технология, которую мы внедрили, это новый вид микроскопии, который мы разработали, создали в нашей лаборатории. Мы этот метод микроскопии назвали NASUM, от английского сокращения Native Assessment of Sperm Ultramorphology. То есть это прижизненная оценка ультраморфологии сперматозоидов. Данная инновационная технология дает возможность проводить изучение морфологии сперматозоидов на субклеточном уровне с увеличением до 18 тысяч раз, выявлять невидимые при традиционном светооптическом исследовании аномалии их строения. Чем она хороша? Прежде всего тем, что мы можем на живом сперматозоиде, без его окраски, без его фиксации, наблюдать внутриклеточные структуры сперматозоида. Это нам позволяет отобрать идеальный, можно сказать, по морфологии сперматозоид без каких-либо структурных нарушений внутри, отобрать сперматозоид уже полностью созревший, где его ДНК уже полностью компактизирована и созрела для оплодотворения. Такой отбор сперматозоидов нам позволяет в 2 раза поднять процент беременности у пары с мужским фактором бесплодия. То есть у мужчин, у которых очень плохое качество спермы. Инновационная методика НАСУМ незаменима при верификации форм патозооспермии, установлении причин нарушения оплодотворения и нормального развития оплодотворенной яйцеклетки. Этот метод, он показан тем парам, в которых мы, например, на хорошая спермограмма, но нет оплодотворения, или хорошая спермограмма, но плохое развитие эмбрионов, или не наступает беременность. Потому что это может быть с мужской стороны, и так как сперматогенез у мужчины постоянный, в принципе, до конца жизни, поэтому на сперматогенез повлиять положительно можно. То есть, если повысить качество яйцеклеток практически не получается, то сперму можно. Получение эмбрионов в лабораторных условиях.
после оплодотворения в пробирке начинается обычный процесс дробления яйцеклетки в искусственной среде и формирования эмбриона. Оплодотворение мы проверяем на следующее утро. Это 16-18 часов после процесса ИКСИ, МС или IVI. В норме мы должны увидеть 2 пронуклеуса, 2 ядра у яйцеклетки, у зиготы уже. Это одно ядро мужское, другое женское. Ну и существуют различные параметры, по которым оценивают качество зиготы. Чашки с оплодотворенными яйцеклетками помещаются в инкубатор, где за ними наблюдают в течение нескольких дней. Потом мы уже переходим к процессу отслеживания развития эмбриона. То есть каждый день, как вот в больнице, мы обходим все эмбрионы и анализируем их развитие. Через 20-22 часа происходит первое дробление зиготы. При правильном дроблении на вторые сутки после оплодотворения эмбрион состоит из 4 клеток – бластомеров. На третьи сутки из 8 бластомеров. На четвертые сутки формируется морула – клеточная масса, образованная слившимися бластомерами. На 5-е сутки после оплодотворения морула трансформируется в бластоцисту – скопление клеток трофобласта и эмбриобласта, формирующих небольшую полость, заполненную жидкостью. Оценивается качество бластоцисты следующим образом. Это цифра, она обозначает размер бластоцисты. И дальше буквами от А до С это качество и внутриклеточной массы, и трофэктодермы. То есть, например, бластоциста 3АБ – это достаточно большая бластоциста с прекрасной внутриклеточной массой, много клеток, плотно собранные, и трофэктодерма качество Б. Ну, возможно, маловатое количество клеток. Вот. Но, опять же, не надо пугаться качества ББ, качество хорошее. Преимплантационная генетическая диагностика. Для предупреждения генетических заболеваний, определения пола будущего ребенка проводится преимплантационная генетическая диагностика. Генетическая диагностика у нас подразделяется на предимплантационный генетический скрининг и предимплантационную генетическую диагностику. Предимплантационный генетический скрининг, он предполагает выявление числовых хромосомных нарушений. При этом целью перинатально-генетического скрининга является повышение возможности имплантации нашего эмбриона и возможности наступления беременности. Метод позволяет провести генетическое тестирование эмбриона еще до переноса его в полость матки, исключить наследственные моногенные заболевания, хромосомные аномалии. Минимальный пакет – это 5 хромосом, это половые хромосомы X, Y, и те хромосомы, которые могут дать жизнеспособный плод, который может родиться и жить. Наиболее распространенная – это трисомия по 21-й хромосоме, синдром Дауна, могут жить до 50 лет. Это 18-я хромосома, синдром Эдвардса, тяжелые, правда, пороки развития, но все равно год или два они могут прожить. 13-я хромосома, синдром Паттау, где-то год-один могут прожить. Дальше идут хромосомы 9, 7, 9 хромосом. Это те хромосомы, которые могут приводить к замершим беременностям, к неразвивающимся беременностям, к ранним выкидышам. 16-я хромосома, там 22-я и другие. И также сейчас мы можем в сотрудничестве с американской клиникой чикагской проводить полное кариотипирование плода, то есть проверить все хромосомы. В организме человека 46 хромосом, в половых клетках 23 хромосомы, 22 аутосомы и 1 половая, X или Y. Мы рекомендуем проведение предимплантационного генетического скрининга на 24 хромосомы, который позволяет выявить практически все патологии всех хромосом. Это делается в тех случаях, когда непонятно, почему не наступает беременность. Мы переносим эмбрионы очень хорошего качества, отличного качества, и все вроде в порядке, а беременность не наступает. Или это показано в тех случаях, когда все эмбрионы одинаково плохого качества, или они все останавливаются в развитии, для того, чтобы нам понять, вообще имеет смысл продолжать попытки,
и если продолжать, то что нужно, необходимо делать. Для проведения преимплантационной генетической диагностики, как правило, проводится забор микрохирургическим путем одного бластомера у эмбриона на 3-е сутки развития с последующим определением набора хромосом, генных мутаций. На 5-е и 6-е сутки развития эмбриона может проводиться забор клеток внешнего слоя бластоцисты – трофэктодермы. Каким образом мы делаем биопсию клеток? Мы сами делаем дырочку в этой зоне пелюцида, в этой скорлупке. И эмбрион выпускает несколько клеток трофэктодермы. То есть это мы как раз вот имитируем этот процесс вылезания. И специальной иголкой мы забираем несколько клеток. Ну вот в норме где-то 3-4 клетки. И эти клетки мы отдаем генетику на изучение. Сам эмбрион мы замораживаем. И уже генетик нам потом дает ответ, можем мы этот эмбрион переносить или нет. После разрешения генетика происходит перенос эмбриона. Биопсия полярных телец oocyta, частиц яйцеклетки, естественно отторгающихся в процессе созревания и оплодотворения яйцеклетки, проводится в тех случаях, когда генетические нарушения наследуются по материнской линии. Генетическое тестирование полярных телец oocytов, а также клеток трофэктодермы повышает вероятность выявления эмбрионов с аномальным кариотипом. Есть гены предрасположенности к различным наследственным заболеваниям, в частности, к таким заболеваниям, как ожирение, гипертоническая болезнь, сахарный диабет. И если у супругов выявлены такие гены предрасположенности, то, в общем-то, у эмбриона можно также провести предимплантационный генетический скрининг на данные заболевания, и ребенок у нас родится здоровым. Криобанк спермы, донорских яйцеклеток и эмбрионов. В клинике Альтравита создан крупнейший в России криобанк донорской спермы, донорских яйцеклеток и эмбрионов. Очень строго мы подходим к отбору доноров спермы. Когда приходит первичный донор, сдает анализы на инфекции, когда мы видим, что у него эти анализы отрицательные, мы его отправляем в генетику. Также он проходит обследование генетики. Это кариотипирование, чтобы исключить наследование каких-то генетических заболеваний. После этого мы заключаем договор с этим донором, и он начинает у нас сдавать сперму для криоконсервации. Через полгода донор у нас сдает повторно все анализы. И только после этого мы выводим эти дозы из карантина и начинаем их использовать в донорских программах с пациентами. При абсолютном мужском факторе бесплодия пациенты могут воспользоваться донорской спермой криобанка. В нашей клинике, в клинике Альтравита, есть большая база доноров спермы, которую мы строго отбираем по фенотипическим признакам. То есть это цвет глаз, волос, форма носа, национальности. По любым признакам, которые наиболее подходят для наших пациентов. В тех случаях, когда невозможно получить собственные яйцеклетки хорошего качества, проводится процедура ЭКО с донорскими яйцеклетками. С этой целью в клинике Альтравита создан уникальный банк донорских яйцеклеток, криоконсервированных методом сверхбыстрого замораживания, методом витрификации. Данный метод позволяет замораживать и сохранять длительное время не только эмбрионы, но и яйцеклетки. Основная методика, которую мы внедрили в нашей клинике, это витрификация яйцеклеток и эмбрионов. Витрификация – это сверхбыстрая заморозка эмбрионов и яйцеклеток, которые проходят без образования кристалликов льда, которые разрушают клетки. Мы эту технологию привезли из Японии, буквально на следующий год, как только ее изобрели. В других клиниках только начинают ее внедрять, но мы не только внедрили, но также ее улучшили и усовершенствовали. Процедура переноса эмбрионов в полость матки. Процедура ЭКО завершается на 3-й и 5-й день после оплодотворения переносом в полость матки эмбрионов, как правило, не более 2. После этого начинается развитие беременности, ничем не отличающейся от беременности после естественного зачатия. Неиспользованные эмбрионы после процедуры ЭКО криоконсервируются. Перед переносом мы выбираем самый лучший эмбрион
для имплантации на перенос. Все остальные эмбрионы, которые достигли стадии бластоциста хорошего качества, мы замораживаем. Так как у нас очень хороший метод заморозки, у которого эффективность приближается к 100%, мы можем себе позволить даже такую ситуацию, когда мы можем заморозить вообще все эмбрионы после стимуляции, вот как результат некой программы. Это может быть связано либо с недостаточностью развития эндометрия, либо с каким-то социальным причинам. Хранятся у нас они в жидком азоте, храниться они могут бесконечно, при этом не теряя в качестве. На 12-14 день после переноса эмбрионов в полость матки проводят тест на беременность. В случае его положительного результата проводят УЗИ. Как только УЗИ подтверждает наличие беременности, вас можно поздравить. Дальше вы готовитесь к нормальным родам под наблюдением врача. Мы видим, что это девочка. Слушаем сердечко малыша. По статистике, более половины супружеских пар после лечения способны иметь детей. Взаимное понимание и бережное отношение друг к другу помогут вам в этом. Я действительно выбрал стратегической линией развития нашей клиники научный прогресс. Кто-то делает ставку на рекламу, кто-то делает ставку на какие-то экономические методы, но я сделал ставку именно на разработку, внедрение, привлечение новых методик в этой области. Потому что эти методики могут дать высокий процент беременности, а высокий процент беременности – это самая лучшая реклама для нашей клиники. Это наш первый дом, я бы сказала. Ну, нам очень радостно, во-первых, потому что мы надеемся, что мы даем счастье паре, которые мечтали об этом. Большая радость была, когда пациентка прислала мне фотографии своего ребенка. Да, это очень приятно. И когда знаешь, что дети растут, улыбаются и радуют своих родителей. Конечно, когда понимаешь, что твоя работа – это не только что-то рутинное, но она приносит большую радость людям, конечно, это большая радость для самого человека. Самое яркое ощущение, когда первый раз, именно я это помню, когда пришел мой пациент со своим грудничком сыном. Сказал: спасибо, доктор, это ваш тоже ребенок, потому что мы его пытались сделать вместе. Так он сказал, мы еще долго смеялись по поводу этого. Но вот после этого как раз я таки понял, что именно данная профессия должна быть моей профессией. На самом деле у всех у этих малышей уже есть история жизни. Вот этот чудесный, мама этого чудесного малыша в этом году прилетала за сестренкой и за братиком. Мы пока готовимся к тому, чтобы сделать этому чудесному малышу братика или сестренку. А кто-то у нас уже, наверное, уже второй раз готовится, но здесь этих фотографий нет. Тех, кто уже один раз родили и скоро собираются к нам приезжать уже со вторыми фотографиями. Мы искренне желаем вам семейного счастья. Эко-клиника «Альтравита».